Всем привет! Сегодняшняя лабораторная работа будет посвящена очистке от примесей металлов платиновой группы, а именно палладия, после чернового осаждения из раствора. Материал попал ко мне уже именно в таком виде, в виде палладиевой черни с стартовым весом 126,68 грамма. И перед тем, как придумывать план переработки, давайте определимся, от примесей каких металлов мы сегодня эту палладиевую чернь будем чистить. Сегодня ко мне в лабораторию, к сожалению, ненадолго попал вот такой вот полезнейший девайс, представляющий из себя ручной спектроанализатор. И с его помощью, с примесями, мы сегодня и будем определяться. Для этого давайте проведем экспресс-анализ порошка палладиевой черни. И по результатам этого анализа можно видеть, что в примесях у нас находится практически 52% меди, чуть более 1% железа, 56% платины и 16% золота. Для пущей убедительности давайте проведем повторный анализ. И по его окончанию можно видеть плюс-минус такие же результаты. С наличием, составом и количеством примесей определились, и теперь перейдем к плану переработки. На первом этапе обработаем порошок палладиевой черни азотной кислотой для отделения от него примесей платины и золота, которые в азотной кислоте не растворяются. Таким образом, в раствор должны перейти палладий, железо и медь, а платина и золото должны остаться в виде нерастворимого осадка. На втором этапе раствор нитрата палладия вместе с примесями меди и железа переведем в аммиачный комплекс при помощи 25% раствора аммиака. При этом должен наступить ступенчатый гидролиз солей железа с выпадением нерастворимого осадка гидроксида железа, а палладий и медь должны сформировать аммиачные комплексы. На третьем этапе отделим палладий от меди при помощи получения из раствора дихлордиамин палладия или палладозамина, с последующим восстановлением из него палладия до металлического состояния при помощи гидрозин-гидрата. Ну а что делать с небольшими количествами платины и золота, также находящихся в примесях, будем думать по ходу пьесы. План накидали? Приступаем. Материал перемещен в высокий 3-литровый стакан и начинаем приливать к нему небольшое количество азотной кислоты. И ждем полного растворения палладия, меди и железа. Спустя 20 минут все, что хотело раствориться в азотной кислоте, растворилось, и можем наблюдать следующую картину. А именно большое количество нерастворимого в азотной кислоте осадка после обработки порошка палладиевой черни этой самой азотной кислотой. И судя по цвету этого осадка, что-то мне подсказывает, что это не что иное, как гидроксид палладия, который образовался вследствие гидролиза нитрата палладия, находящегося в растворе, в присутствии нагретой до 100 градусов воды. Ну а вода, в свою очередь, является составной частью 57% азотной кислоты. И поэтому в избежании потерь по палладию этот осадок мы ни в коем случае выбрасывать не будем и поступим следующим образом. Так как гидроксид палладия способен создавать аммиачный комплекс, то впоследствии после промывки этого осадка мы попробуем отдельно растворить его в аммиаке. Таким образом, на выходе мы должны получить аммиачный комплекс палладия и оставшиеся нерастворившиеся примеси золота и платины. Конечно, можно было бы прямо сейчас обработать этот раствор при помощи аммиака и получить аммиачные комплексы из нитрата палладия и гидроксида палладия. Но вследствие наступления ступенчатого гидролиза в нерастворимый осадок выпадет гидроксид железа, который здесь находится в примесях. И впоследствии придется от этого гидроксида железа чистить золото и платину, сейчас находящиеся на дне стакана в виде осадка.
И поэтому раствор отправляется на фильтрацию и промывку осадка. Спустя 40 минут после всех фильтраций и промывок имеем следующую диспозицию. Профильтрованный первичный раствор нитрата палладия и еще один раствор все того же нитрата палладия. Наше предположение о наличии в маточном растворе осадка гидроксида палладия было неверным. На поверку им оказался осадок нитрата палладия, выпавшего в виде соли из-за большой концентрации палладия в маточном растворе. И при промывке он весь растворился приблизительно в 700 мл дистиллированной воды. В итоге на фильтре осталось вот такое скромное количество нерастворившегося в азотной кислоте осадка. И в этом осадке мы будем искать следы платины и золота, которые нам в виде примесей показал спектроанализатор. Оба раствора нитрата палладия мы теперь объединяем. И из получившегося раствора сейчас будем получать аммиачный комплекс палладия. Для этого раствор нитрата палладия будем приливать водный 25% раствор аммиака. До изменения цвета и уровня pH на уровне 9,5. Видно присутствие меди в растворе. Приливать будем до тех пор, пока раствор весь не станет приблизительно вот такого цвета. Надеюсь, емкости стакана для этого будет достаточно. Покрутим некоторое время раствор на мешалке для того, чтобы палладий перешел в аммиачный комплекс. Спустя 10 минут весь нитрат палладия перешел в аммиачный комплекс. Теперь померим pH раствора. Он находится как раз в районе 9,5. Сильнее защелачивать раствор смысла нет. Этого уровня pH для наступления гидролиза паразитных металлов достаточно. И дальнейшее защелачивание раствора приведет лишь к увеличению расхода аммиака и увеличению количества раствора. Аммиачный комплекс палладия отправляется на фильтрацию, и после нее мы будем этот раствор закислять.
Спустя 30 минут аммиачный комплекс палладия отфильтрован, перемещен в 5-литровый стакан, и сейчас его объем составляет около 3000 мл. Можно видеть насыщенный синий цвет этого раствора, говорящий о достаточно приличном содержании в нем меди, а на фильтре можно наблюдать уловленный осадок гидроокиси железа, наличие которого говорит о том, что ручной спектроанализатор нам не врал. И следующим номером нашей программы приступим к выделению из этого раствора дихлордиамин палладия или палладозамина. Для этого закислим раствор до изменения цвета при помощи соляной кислоты. Произошло изменение цвета, но думаю, что с добавлением соляной кислоты мы чуть-чуть переборщили. pH в районе 7. Нужно чуть-чуть защелочить раствор обратно. На этом этапе никакого осадка выпадать не должно. Осадок растворился обратно, раствор слегка просветлел, изменил цвет, и теперь этот раствор отправляется на охлаждение, так как реакция закисления является экзотермической, то есть выделение тепла. А для выделения палладозамина из этого раствора нам требуется температура этого раствора не выше 22 градусов. Сейчас она приблизительно градусов 50. Температура за бортом лабы составляет -5, и раствор отправляется на охлаждение туда. Ну а пока раствор охлаждается, у нас есть приблизительно час на поиск полезных ископаемых в осадке, уловленной на фильтре после растворения материала в азотной кислоте. Для этого обработаем осадок раствором царской водки. Так как у нас предположительно в этом осадке находится платина, то рецепт царской водки будет немного отличаться от классического, а именно на одну часть азотной кислоты будет приходиться 6 частей соляной. Прильем приблизительно 30 мл. И будем ждать растворения.
30 минут для растворения того скромного количества платины и золота, которое здесь предполагается, я думаю, вполне достаточно. И раствор отправляется на фильтрацию. Раствор отфильтрован, и теперь давайте попробуем извлечь из него платину в виде хлорплатината аммония при помощи хлористого аммония. Присыпаем на холодный реактив. И видим выделение кристаллов хлорплатината аммония. Выделение хлорплатината аммония из раствора закончено. Вот такое количество осадка сформировалось. Раствор отправляется на фильтрацию для улавливания этого осадка. И в процессе фильтрации промывать этот осадок я буду 10% раствором все того же хлористого аммония. Осадок хлорплатината аммония уловлен на фильтре, перемещен в стакан и разбавлен дистиллированной водой. Также нагрет до температуры приблизительно 80 градусов. Восстанавливать платину из хлорплатината аммония будем при помощи одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Прикапываем восстановитель. Восстановление платины до металлического состояния закончено. Сейчас покрутим пару минут осадок на мешалке до окончания газовыделения. И после этого осадок отправляется на чистку и сушку. С ним встретимся уже на взвешивании. Ну а пока осадок платины прокаливается, займемся восстановлением последнего из примесных металлов, а именно золота. Не знаю уж, откуда оно взялось в палладии, добытом из КМ-конденсаторов, но раз ручной спектроанализатор показал, что оно там есть, значит будем восстанавливать. Восстанавливать будем при помощи все того же одноводного раствора гидрозингидрата, разбавленного в соотношении 1 к 3 с дистиллированной водой. Раствор нагрет до 80 градусов. Погасим небольшой излишек азотной кислоты мочевины.
И прикапываем восстановитель. Пока золото я особо здесь не наблюдаю. По показаниям спектроанализатора его должно быть в районе 0,2 грамма. Но, может быть, он нам и приврал. Скорее всего, так и есть, поскольку никакой реакции на гидрозингидрат в растворе не происходит. На всякий случай покручу сейчас под кипением пару минут, но думаю, что никакой реакции уже не будет. Реакции восстановления так и не последовало, даже после присыпания альтернативного восстановителя, коим являлся железный купорос. Было подозрение, что в присутствии хлористого аммония гидрозингидрат не работает, но, как видим, не работает также и железный купорос. Для очистки совести сейчас проведем анализ хлорным оловом на содержание золота. И если мы увидим пурпур, то я очень сильно удивлюсь. Вот такой цвет имеет реакция на хлорное олово. На пурпур это слабо похоже. Какая-то зеленая грязь. Так что либо лыжи не едут, либо со мной что-то не так. В любом случае, этот раствор отправляется в отстойник. Пару месяцев постоит, глядишь, может быть, что и выпадет. Думаю, что ради 0,2 грамма золота особо париться мы не будем. Ну а мы тем временем приступаем к исполнению предпоследнего перед получением очищенного металлического палладия номеру нашей программы выделения дихлордиамин палладия или палладозамина. Раствор аммиачного комплекса палладия прогулялся на улице и охладился до температуры 12 градусов. И теперь самое время продолжить приливать к нему соляную кислоту. Чем мы займемся? Запускаем магнитную мешалку. Ждем, пока раствор раскрутится. И продолжаем приливать соляную кислоту до выделения палладозамина. Но перед тем, как он выделится, сначала должна смигрировать медь из аммиачного комплекса в хлорводородный. Произойти это должно при pH в районе 7. Вот, собственно, процесс начался. Это соли меди. И сейчас они должны раствориться уже в кислой среде. А раствор должен очиститься и позеленеть.
Медь смигрировала. И далее будет выделяться палладозамин. На всякий случай проверим температуру. Должна быть не выше 22 градусов. Температура в районе 17. И теперь уже выделяется палладозамин. Выделение палладозамина займет приблизительно 10-15 минут. Ждем, наблюдаем за процессом. Спустя 15 минут выделение палладозамина закончено. Вот такое немаленькое количество осадка образовалось. И раствор отправляется на фильтрацию для улавливания этого осадка на фильтре. Осадок палладозамина уловлен на фильтре и перемещен в высокий стакан объемом 3000 мл. Восстанавливать из него палладий до металлического состояния будем при помощи все того же одноводного раствора гидрозингидрата, разведенного в соотношении 1 к 2 с дистиллированной водой. Раствор, как обычно, подогрет до температуры приблизительно 80 градусов. И начинаем прикапывать восстановитель. Восстановление палладия до металлического состояния закончено. Сейчас покрутим раствор под кипением для того, чтобы частички палладия сняли с зеркала, образовавшееся на стенках стакана. И после этого металлический палладий отправляется на
промывку, просушку и прокаливание. После 5 минут кручения раствора на магнитной мешалке видно, что зеркало, образовавшееся на стенках стакана, снялось. И также можно наблюдать достаточно большое количество сформированного осадка металлического палладия. И, как я и говорил, этот осадок отправляется на промывку, просушку и прокаливание. Отработка хвостов по палладию выходит за рамки сегодняшней лабораторной работы, но его реакцию на диметилглиоксим я вам покажу. И по ее интенсивности можно будет косвенно судить о количестве недобранного палладия из этого раствора. Здесь у меня разведено 5 граммов диметилглиоксима в 5% растворе гидроксида натрия. Приливаем. Исходя из количества, структуры и цвета осадка, делаю вывод, что приблизительное количество остаточного палладия в маточном растворе находится в пределах 1,5 граммов, что по идее должно составлять не более 3% от изначального количества палладия в растворе. Отработкой этих хвостов займемся в другой раз. Ну а теперь переходим к самому интересному – взвешиванию. Ну и долгожданная финалочка. И первый отправляется на весы. Платина, являвшаяся в исходном материале примесью. Результат 1,42 грамма. Ну и далее на весы отправляется очищенный палладий. Результат 21,76 грамма. И прежде чем обсуждать полученные цифры, давайте попробуем провести экспресс-анализ чистоты полученного палладия. Однако 4 девятки. Теперь давайте стрельнем платину.
Результат аналогичный. 4 девятки. Теперь мысли по поводу цифр по выходу. Исходя из первичного анализа спектроанализатором и изначального веса материала, можно было ожидать выход по палладию в районе 58 граммов, при том, что массовая доля палладия в изначальном материале составляла около 46%. По факту же получили чуть менее 22 грамм. Также, исходя из результатов того же анализа, можно было ожидать теоретический выход по платине в районе 0,7 грамма, с учетом того, что массовая доля платины в изначальном материале составляла 56%. Однако фактический выход составил 1,4 грамма, что превышает теорию ровно в 2 раза. Также, исходя из результатов анализа очищенных платины и палладия, который показал 4 девятки в обоих случаях, можно сделать вывод, что спектроанализатор чуть-чуть подбирает, либо что-то не договаривает. Например, не показывает в пробе наличие амфотерных и легких металлов. Ну и, само собой, органику. Очистка металлов платиновой группы в неидеальных лабораторных условиях не может давать результат по частоте в 4 девятки, максимум в 2. Из всего вышесказанного для себя делаю вывод, что использование ручного спектроанализатора, по крайней мере этой модели, при анализе исходного материала, возможно лишь для определения наличия примесей как таковых, но никак для их количественного значения. Хотя тот факт, что у автора просто кривые руки и он не умеет пользоваться такой дорогой игрушкой, тоже нельзя исключать. Теперь пару камней в огород чудо-афинажников, которые получают совершенно космические выходы по палладию при переработке, например, КМ-конденсаторов. Исходным материалом для сегодняшней лабораторной работы был черновой палладий, высаженный при помощи формиата натрия из раствора, которым предварительно обработали КМ-конденсаторы. И как можно было видеть, выход по палладию после первичного осаждения был просто космический. После же переочистки он уменьшился в 5 раз. Выводы, как говорится, делайте сами. В последующих видео я обязательно покажу другие способы переработки материала, содержащего металлы платиновой группы, но это будет точно не сегодня. А на этом у меня все. Всем пока!